В этом небольшом видео сегодня я покажу и расскажу о нововведении в магазине по продаже продуктов компании Apple, а также где обедают сами миланцы. Место не для туристов, очень вкусно, недорого и атмосферно. И маленький сюрприз о личном в конце. Но обо всем по порядку. Как известно, Милан – это не только столица мировой моды, но и место базирования всемирно известных брендов технической продукции. В частности, недалеко от собора Дуомо находится магазин техники Apple, в который съезжаются любители техники за покупкой новинок и аксессуаров к своим телефонам, айпадам и ноутбукам. Вход в магазин Apple Store оформлен в виде уходящей в глубину лестницы амфитеатра. Стеклянный портал над площадью украшает искусственный фонтан-водопад, и, попадая в него, проходишь как бы между стеной водопада, создавая впечатление, что вы входите в подземное царство технологий. Магазин был открыт в 2018 году и полностью находится под площадью Свободы, Либерти. Таким образом, компания Apple не нарушила архитектуру старых зданий на площади, но организовала полностью современный и огромный магазин под ней. Желающих купить технику Apple именно в Милане так много, что в 2025 году компании пришлось ограничить доступ покупателей. И вот каким образом. Теперь, чтобы купить технику Apple, вы не можете просто прийти в магазин и рассчитаться за нее. Вы должны записаться либо на сайте онлайн, либо у специального консультанта. Вот здесь стоит очередь. Именно на запись. Во-первых, это сделано для того, чтобы к вашему приходу желаемая модель и цвет было поднято со склада в зал, и для того, чтобы вы не ждали очереди к консультанту. К определенному времени, когда вы записались, консультант называет ваше имя, либо фамилию, зависит от того, как вы себя заявили, и вам дается персональный консультант, который будет общаться с вами на выбранном языке, как правило, здесь либо итальянский, либо английский. И уже вот этот ваш персональный консультант будет только с вами на всем протяжении вашего нахождения в магазине. Плюс он подберет и проконсультирует вас по дополнительным аксессуарам к вашей технике, оформит покупку, выпишет гарантию, а при необходимости и tax-free. Таким образом, стало гораздо удобнее покупать необходимый вам гаджет. Мы были здесь пару лет назад, и такого нововведения с записью еще не было. Но и к консультантам тогда стояли огромные очереди людей, которые постоянно что-то спрашивали, отвлекали. И, в общем, то, что придумали в этом году, мне понравилось. Во всяком случае, вашего консультанта, когда вы общаетесь, никто не отвлекает от покупки и разговора с вами, и это, в общем-то, не создает такую нервную атмосферу, которая здесь была раньше. Столы также используются для склада техники, то есть вот здесь консультант открывает своим ключом, и здесь тоже можно достать готовый продукт для продажи. Предполагается, что вот этот стеклянный купол может вечерами выполнять функцию экрана для кинопоказов, и площадь вся перед магазином может использоваться для проведения концертов и мероприятий. Моя дочка училась в Милане и жила здесь почти 3 года, поэтому сейчас, как мне было заявлено, мы идем обедать. Но не просто в кафе, а туда, где делают это местные жители. В общем, секретное место. Сейчас я вам все это покажу. Нам нужно пересечь площадь перед домом, и каждый раз замираю с восхищением перед этим шедевром, а местные почти уже не замечают. У меня на канале было видео о посещении собора, я показывала его внутри, снаружи, поднималась на крышу. Кому интересно, можете найти у меня на канале, все видео для удобства у меня размещены по плейлистам. И видео про Дуомо будет в путешествии по Италии. Но пока мы здесь, мы собираемся кушать вкусно, поэтому мы идем в кафешку, которую знают только местные. Она из Флоренции, такая небольшая сеть, антикубиная называется, и там действительно можно поесть очень вкусное панино. На Дуомо постоянно проводятся какие-то работы, чистят стены собора, и как только заканчивают, у меня такое ощущение, что начинают по новой. Какой-то бесконечный процесс. Почему нужно обязательно брать экскурсию, если ты приехал в какой-то город и хочешь посмотреть достопримечательности? Потому что ты вроде бы все сам видишь, все прочитал, но ты не знаешь каких-то мелких фишечек. Про какой-то дом, например. Кто здесь жил и в каком году было то или иное событие. Какие-то интересные детали, которые ты сам не узнаешь, если тебе об этом не расскажут местные. Очень интересно просто ходить. Тебе рассказывают, ты смотришь и воспринимаешь это воочию по-другому.
Теперь я понимаю тех людей, которые покупают мои прогулки. Мне раньше казалось, ну что я такого особенного рассказываю, все это известно. Но если человек приезжает и этого не знает, то вот я, например, вчера ходила по Вильнюсу, да, интересно, да, красиво. Но что это? Что за дом? Почему именно эта табличка? Почему именно этот барельеф? Почему он расколот? Или почему он взят какую-то рамку? Ты этого не знаешь. Если ты захотел узнать, ты же не будешь стоять и гуглить, подключаться к роумингу или Wi-Fi тут, чтобы понять, что это значит. Я видела много достопримечательностей, сняла очень много материалов, но я ничего об этом не помню сходу. То есть я приеду, буду изучать, уже монтировать и рассказывать. Но когда это тебе рассказывают воочию, в моменте, это совершенно другие ощущения и эмоции. Милан – прекраснейший город в Италии, и одна из граней его уникального очарования – это изумительная национальная кухня. Местные никогда не ходят в туристические места. Как только начинается обеденный перерыв, надо успеть поесть, а также пообщаться и немного расслабиться. Конечно же, в туристических местах этого не сделать. Толпы людей, долгое время ожидания, высокая стоимость. Мы идем на улицу Виа Лапаретта, 12, адрес и геолокацию я оставлю в описании. Видите, здесь уже стоит очередь из местных. Это флорентийская сеть кафе «Антика Винаю». Знаменита своими огромными вкусными булочками с начинками. Местный вариант фокаччи. Вот эта вот панеттерия Алентико Винаю, это она оригинальная из Флоренции, Милана. И как-то мы были во Флоренции с моими друзьями, и там они действительно очень быстро обслуживают клиентов. Чтобы вы понимали, как, насколько это быстро происходит, примерно в час все выходят из офиса и выстраиваются вот в такую вот линию, и они им все и все быстренько оформляют все заказы. И буквально очередь в километраж превращается в 10 минут ожидания. Поэтому поверим, что в Милане они действуют точно так же. Пока стоим в очереди, расскажу, что в 2016 году гастрономический журнал «Савье Магазин» назвал эту булочку «Ла Фаволосса» одним из самых вкусных бутербродов в мире. Начинки действительно поражают, огромное количество, большой выбор, можешь выбрать все, что угодно, тебе это все положат, и причем не маленькими порциями, а всего действительно будет много, и это все будет достаточно качественные, свежие продукты. Как этот бывший директор ресторана оценивает. Мне надо снимать твое лицо, а не это. Вот, ребята, целая строчка. Вот как должны выглядеть бутерброд. По-итальянски. Дальше ты садишься на ступеньки, все это ешь? Да? Оригинально. Почему нет? Ну, типа так делают итальянцы. Ну, а ты видишь, что другого здесь. Конечно же, кафедральный собор Дуомо, построенный из белого мрамора в готическом стиле, невозможно не снимать и не разглядывать. Ежегодно здесь встречаются и назначают встречи десятки миллионов миланцев и туристов. И это никогда не надоедает. Все-таки есть что-то вечное в этом соборе, строительство которого было начато в конце XIV века, а завершилось лишь в начале XIX, когда по распоряжению Наполеона Бонапарта было закончено оформление фасада, и некоторые детали доделывались и позже, вплоть до середины XX века. Бронзовая статуя короля Виктора Эммануила II – любимое место миланских голубей, которые совершенно не боятся туристов, и если вытянут руку, то сразу слетаются и садятся на вас. В общем, я называю это персональный ад корейцев, ведь, как известно, они почему-то очень боятся птиц. Дальше мы с дочкой поехали заказывать венок, ведь у нее завтра проходит экзамен, graduation так называемый, то есть защита диплома. И после диплома, после того, как студент получает диплом, профессор, который вел у него курс, должен одеть этот венок ему на голову студенту. У меня на канале тоже будет видео, как дочка сдавала экзамен и защищала свой диплом, и как ей надевали венок, как студенты отмечают после градуэйшена вот эту вот свою
наконец-то эпопею законченную, сдачу экзаменов, как фотографируются, то есть и на площади Дома это обязательно must-have, приехать на Дома, сфотографироваться в венке. Студентов здесь принято поздравлять, то есть если ты идешь в венке, все навстречу тебе идут и кричат «Аугуру», это по-итальянски «поздравляю», и поздравляют тебя с окончанием вот этого университета, потому что здесь это действительно большое событие. Именно для этого я приехала в Италию, чтобы поддержать дочку, потому что на это событие в Италии собирается вся семья, то есть бабушки, дедушки, дяди, тети, котики, собачки. И наблюдали ситуацию, когда идет ребенок уже в венке, ну, в данном случае уже бывший студент идет в венке, и рядом идет огромная толпа родственников с котиками, собачками, которые ходят, фотографируются в лучших одеждах, то есть фотосессия, и это такое большое событие. Но вот со стороны дочки была я и еще ее друзья. Тоже видео сможете посмотреть на сайте, это видео. А наш день сегодня уже закончен, достаточно много событий произошло, но хотелось показать вам что-то интересное, такое то, что будет полезно каждому, а не просто вот как хронология нашей жизни. Если видео понравилось, ставьте лайк, пишите комментарии, были здесь, что вы об этом думаете, задавайте вопросы, мой канал для того и создан, для общения между людьми. А я, как всегда, всех обнимаю, всем пока!